Добрый день, дорогие друзья! Добрый день. Сегодня у нас встреча, которая будет посвящена, пожалуй, самому животрепещущему вопросу близнецовые пламена, особенности их взаимоотношений, миссия их встречи и все, что с этим будет связано. Близнецовые пламена неизменно привлекает эта тема, неизменно привлекает к себе особенное внимание. Очень многим людям искренне хочется найти свою вторую половину, то, что называется своей второй половиной. И очень многие люди действительно в этом заинтересованы внутренне. Но в этой теме существует до сих пор, на данный момент существует много неясностей, много путаницы. Школа «Родные души», движение «Родные души» уже на протяжении больше чем 1,5 года рассказывает о специфике взаимоотношений между родственными душами, прикармических связях и между близнецовыми пламенами, но до сих пор остаются одни и те же вопросы. До сих пор существует эта неясность. Для чего встречаются близнецовые пламена? Как отличить близнецовое пламя от своей родственной души? И так далее. И многие другие вопросы с этим связаны. Ну и самый главный, наверное, вопрос – это вопрос воссоединения. Как мне воссоединиться со своей близнецовой половинкой? Сегодня мы постараемся осветить, вкратце рассказать о всех этих темах. И начнем с того, что школа «Родные души» и движение «Родные души» рассматривает весь спектр взаимоотношений, феноменальных взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Это кармические связи, это родственные души и это близнецовые пламена. То есть все эти три основных типа, они объединены одним термином, называемым «родные души». Поэтому еще иногда возникает путаница, что такое моя родная душа. Ну, давайте немного поговорим об этом, почему возникла необходимость объединения вот этих трех типов связей под этим термином «родная душа». Когда мы встречаем особенного человека в своей жизни, мы чувствуем необычайную родственность, необычайное единство, необычайное понимание, совершенно необычайную любовь. Вот эти все термины, необычайные, невероятные, они не просто для того, чтобы приукрасить действительность, а они лишь слабая попытка выразить то, что происходит действительно между мужчиной и женщиной, когда они встречают свою родную душу. Ну и коротко, когда мы встречаем свою кармическую связь, своего кармического партнера, возникает феноменальное взаимопонимание. Взаимопонимание, которое не основано ни на одной причине, которая есть у нас в этой жизни. То есть возникает такая возникает состыковка, такое возникает единство между кармическими партнерами, которое просто необъяснимо с точки зрения обычных каких-то обычных вещей. Не с точки зрения воспитания, не с точки зрения любого биографического материала. То, что называется психологией, биографический материал. Объяснение находится только в трансперсональной психологии. Это теория прошлых воплощений. То есть в прошлых воплощениях вы были вместе, там наработали очень много общего, и теперь вы опять встретились и просто продолжаете свое совместное путешествие. Об этом мы говорили на прошлой встрече, говорили очень подробно, поэтому переходим дальше. Следующий феномен – это родственные души. Когда вы встречаете свою родственную душу, то возникает, может быть, не феноменальное понимание, а скорее феноменальная любовь. Она опять-таки совершенно особенная. То есть это не то чувство привязанности, симпатии или сексуального влечения, которое возникает при обычной встрече. Это очень глубокое чувство. И опять-таки можно будет перепутать с кармической связью, и опять-таки можно перепутать с близнецовым пламенем. Есть похожие элементы, есть похожие
похожие проявления. О родственных душах мы подробно говорили на 6-м курсе и на 7-м курсе. Там разбиралось все очень подробно, очень фрагментарно, прям пошагово. То есть все рассматривалось с точки зрения энергетических тел, с точки зрения повседневных взаимоотношений и так далее. Поэтому о родственных душах сегодня тоже мы подробно говорить не будем. И, наконец, близнецовые пламена. Когда происходит встреча близнецовых пламен, или еще говорят близнецовые половинки, то, пожалуй, все проявления первоначально полностью схожи с тем, что испытывают друг по отношению к другу родственные души. Очень во многом похожи, ну, наверное, процентов на 90. Поэтому бывает очень трудно отличить родственные души от близнецового пламени. Почему это необходимо делать? Почему необходимо их отличать? Потому что миссия, назначение их встречи кардинально отличается. Но прежде чем дойти до миссии, до этого уровня, дойти до очень хорошей проработки атманического тела, говоря так вот уже более сухим языком, нужно пройти определенный путь. И на это уходит определенное время. Поэтому, когда обращаются с вопросом, скажите, пожалуйста, кто это, родственная душа, может быть, РД-учитель или это мое близнецовое пламя, то не всегда бывает так просто дать сразу же ответ. Иногда ответ очевиден, иногда нет. Иногда требуется время для того, чтобы это выяснить. Ну и давайте немного объясним, с чем это связано. Это связано с тем, что нужно будет проходить одни и те же этапы развития отношений. У родственных душ и у близнецовых пламен первоначально одни и те же этапы развития их отношений. И по порядку. Первый этап – это, конечно, узнавание. И родственные души, и близнецовые пламена должны сначала друг друга узнать. Это происходит не всегда с первой встречи. Иногда это происходит через несколько недель, через несколько месяцев. Но иногда бывает и в первый день. С первой же встречи становится им все ясно. Итак, узнавание. Потом идет духовное пробуждение. После того, как узнали друг друга родственные души или близнецовые пламена, у них происходит очень мощный энергетический процесс, который называется духовное пробуждение. Об этом мы рассказывали, кажется, на 4-м курсе или на 5-м. На 5-м, по-моему. У нас есть отдельный курс, посвященный духовному пробуждению, и там все, опять-таки, очень подробно расписано. Почему в этом есть необходимость? Потому что иногда, хотя это бывает, в общем-то, не часто, но случается, вот в нашей практике случалось, иногда духовное пробуждение бывает иллюзорным, мнимым. То есть человеку кажется, что у него пробуждается душа, но этого на самом деле нет. И там есть отличительные черты, когда этот процесс происходит, а когда это только как бы благие пожелания, чтобы такое было. Итак, у них происходит пробуждение души и у родственных душ, и у близнецовых половинок, и они переживают совершенно феноменальное состояние. В самом своем высшем, апогейном варианте они переживают божественную любовь, божественное единство и слияние душ. Уникальное переживание, которое дано испытать немногим. Это бывает не так часто. Но, повторюсь, и у родственных душ, и у близнецовых пламен это встречается почти, практически идентично. То есть и те, и другие могут переживать примерно похожие, очень схожие состояния слияния, божественного единства, божественной безусловной любви и так далее. Дальше могут быть различные варианты трансперсональных переживаний, психоделических переживаний. Вот, нам известно, что там идут уже такие вариации, так скажем. Но суть одна. Это переживание очень высокого порядка. Вибрации у обоих очень высокие, высокочастотные. Можно сказать, что они действительно улетают в небеса. Они отрываются от земли.
Они теряют связь с повседневностью на некоторое время. Кто-то на несколько минут, кто-то на несколько недель или даже месяцев. И такое тоже бывает. Опять-таки индивидуально. Все. Итак, это духовное пробуждение. Но это только первичное духовное пробуждение. Почему в учении о родных душах говорят о первичном духовном пробуждении? Потому что оно проходит примерно через месяц-два, ну, может быть, через 3 месяца. Вот в этом примерно коридоре временном наступает уже другой этап, этап внутреннего очищения. То есть родные души, они как бы падают с небес, так вот красиво выражаясь, и оказываются на грешной земле, где они сталкиваются со своими внутренними, собственными внутренними проблемами. И переживания, которые наступают во время внутреннего очищения, они очень болезненны. Это болезненность как внутренняя, то есть психологическая, эмоциональная, так она может проявляться и в теле. То есть болит тело, болят внутренние органы, болят связки, суставы, болит позвоночник, голова и так далее. Вот это внутреннее очищение идет очень мощное, энергия идет очень большая, энергия идет очень интенсивная. И у родственных душ, и у близнецовых половинок примерно одно и то же. Опять-таки, нет существенных различий здесь, и в том, и в другом случае. О внутреннем очищении тоже у нас есть подробный курс, и сейчас у нас нет возможности говорить во всех подробностях об этом. Вы можете прочитать об этом в школе «Родные души», в движении «Родные души», для того, чтобы опять-таки не впасть в иллюзию, что вы можете принять обычное недомогание, хотя может быть и хроническое недомогание, за симптомы внутреннего очищения. Между ними есть большая разница, но иногда путают. Вот в нашей практике опять-таки есть такие случаи, редко, но путают простое недомогание, простую болезнь с внутренним очищением. После того, как родные души проходят внутреннее очищение, а нужно сказать, что проходит этот этап не все. Он настолько болезненный, тяжелый и может быть продолжительный, он может длиться от нескольких месяцев до года или более. Будет зависеть от ваших личных особенностей. Так вот, не все этот этап проходят, и некоторые родные души остаются именно на этом этапе. Опять-таки, неверно поняв, неверно осознав то, что с ними происходит. Если все полностью осознать так, как оно есть, то пара, мужчина и женщина, понимают, что они проходят через этап внутреннего очищения для того, чтобы потом трансформироваться и начать новую жизнь. Если же это не понимать, если же к этому относиться с обычной точки зрения, тогда, естественно, возникает желание расстаться. Потому что когда входит в тесное общение, даже если и не встречаются физически, родственные души или близнецовые племена начинают тесно общаться вот на этом этапе внутреннего очищения, они испытывают боль. Они друг от друга испытывают боль. Если это неверно понять, значит, скорее всего, будет расставание, а это неправильно. То есть изначально должно быть не так. Не для этого задумана встреча, для того, чтобы на этом этапе просто расстаться. Но все-таки, если они проходят внутреннее очищение, наступает трансформация. Они меняются кардинально. Наступает внутренний покой, умиротворение, тишина, благостное состояние, состояние любви, безусловной любви ко всему окружающему и друг другу и так далее. И они замечают, что кардинально изменились. У них меняются ценности, меняются жизненные приоритеты, интересы, меняются привычки, меняются формы поведения, образ мышления, род занятий, место жительства и так далее. То есть меняется все. От высших планов духовных вплоть до физического. Изменяется тело. Оно исцеляется. Мы также об этом говорили на 7-м курсе очень подробно, каким образом происходит исцеление, и как физического тела, и как позволить этому процессу произойти полностью. То есть включается внутренний целитель, и исцеление происходит
автоматически в автономном режиме. От нас оно не зависит, нам нужно только не мешать. Если это правильно осознать, то процесс трансформации происходит полностью и трансформируется в том числе и физическое тело. Потом наступает преображение. Они начинают новую жизнь. Вот этот последний этап преображения, вот тут уже появляются отличительные черты родственных душ от близнецовых пламен. Вот тут начинается расхождение. Родственные души на этом этапе расстаются, близнецовые пламена, наоборот, полностью воссоединяются. То есть разница абсолютно кардинальная, на 180 градусов, диаметрально противоположна. Вот именно здесь обнаруживается уже явная, совершенно очевидная разница между родственными душами и близнецовыми пламенами. Как это узнать? Это вопрос очень большой. В принципе, это можно узнать и на более ранних стадиях. То есть это возможно, но бывает очень сложно это сделать. Стопроцентной гарантии дать нельзя, пожалуй, что нельзя. А вот на этапе трансформации, на завершающем этапе трансформации, когда наступает уже стадия преображения, вот тут становится все очевидным. Итак, если мы узнаем, что это встреча близнецовых пламен, близнецовых половинок, то на этапе преображения они воссоединяются полностью. Вот это их изначальное единство, которое было с начала времен, с того момента, когда их душа, общая душа, единая душа отделилась от Абсолюта и еще не была разделена на две части, на мужскую и на женскую, они были полностью едины, и на этапе преображения они полностью осознают и полностью переживают это состояние единства. После этого наступает у близнецовых пламен кардинально иной этап жизни. Они идут по жизни не то что вместе, они идут едины, полностью едины на всех уровнях. На духовном, на ментальном, на эмоциональном, так сказать, уровне и на физическом уровне. То есть они выполняют общую миссию, у них единый жизненный путь. Вот в этом кардинальное отличие родственных душ от близнецовых пламен. У родственных душ нет общей миссии. У них миссия разная, у них разные жизненные пути. У близнецовых пламен наоборот, у них единый путь. У них очень мощная структура, которая называется высшее мы. Вот этот парный эгрегор, который есть у каждой пары, без исключения, у близнецовых пламен он очень мощный, он очень сильный. Не говоря о всех подробностях об энергетических, можно сказать, что вот эта структура, высшее мы, начинает вести их по жизни. Именно в этой структуре на уровне атманического тела заложена информация о их миссии, которая раскрывается, и раскрывается самым таким непосредственным образом, то есть это становится очевидным и совершенно естественным. Какая ваша миссия, что вы должны сделать и что вы должны дать этому миру. Итак, у близнецовых половинок, у близнецовых пламен, у них общая миссия. И они приступают к ее воплощению. На 6-м курсе мы говорили подробно, как это происходит. То есть там есть тоже свои определенные препятствия. Если говорить коротко, то до момента преображения, до этапа преображения, близнецовые пламена, они поднимались вверх. Они шли путем совершенствования вверх, то есть это путь восхождения. После того, как произошло их преображение и осознавание миссии и полное воссоединение, они начинают путь
нисхождения, путь вниз, условно выражаясь. То есть они возвращаются в повседневный мир, можно так говорить, уже неся с собой вот эту информацию, неся с собой свою миссию и начинает ее постепенно воплощать. Как это происходит? Там есть 7 основных уровней воплощения миссии. Каждый из этих уровней должен быть пройден максимально гармонично и максимально полно, для того, чтобы быть полностью осознанным. То есть миссия – это не то, что, вы знаете, это не то, что это не какой-то подарок, просто вот как какая-то драгоценность редкая, но которую вы просто держите в руках, и теперь уже она ваша. Миссия – это задание. Это драгоценные задания. Это потенциал, очень большой потенциал энергетический, который близнецовые племена должны воплотить, должны его реализовать. То есть, проще говоря, еще есть такое выражение, как развернуть информацию. То есть информация о миссии, она начинает разворачиваться. Саму миссию вы можете получить за несколько секунд, а потом всю оставшуюся жизнь ее разворачивать. Вот это и есть задание. Каждый человек, безусловно, должен найти свое предназначение и найти свою миссию. Но иллюзия такова, что, найдя свое предназначение, дальше просто расстилается ковровая дорожка. Такая красная ковровая дорожка, по которой человек под общее ликование идет по жизни. Это, наверное, редко случается. Это какие-то отдельные случаи. Миссия, в том числе миссия близнецовых племен, это то, что им нужно будет сделать. Это тот непроторенный путь, которым им нужно будет проложить в этой жизни. И будет этот путь усеян лепестками роз или шипами, или тем и другим. Это уже будет зависеть от их личной кармы и от того, насколько они все правильно осознали и насколько они находятся в хороших отношениях со своим высшим «мы». То есть там есть много факторов. Поэтому, если вы встретили свое близнецовое пламя, и если вы осознали свою миссию, то вы уже можете прочувствовать, что это действительно определенные задания. Это тот внутренний потенциал, который у вас есть, но который вы должны раскрыть. То есть вы должны действовать, вы должны заниматься творчеством, что-то предпринимать. Почему об этом так подробно говорим? Вы знаете, есть несколько крайних мнений на счет близнецовых пламен. Очень широко распространенное мнение, что это божественная любовь, и это вот только чувство любви, единства, и вы знаете, такой невероятно яркий ореол романтики. Вот это все есть, но это на начальных этапах, как, собственно, и у родственных душ тоже очень похоже. И очень часто мы можем встретить и статьи, и стихи, и очень вдохновенные картинки на эту тему, на тему любви и единства. Но это только часть. Основная же часть, как бы верхушка айсберга, основная часть, она находится за пределами видимости и за пределами интересов большинства. Но она начинает раскрываться тем, кто встречает свое близнецовое пламя. Основная часть состоит в соединении вот этой духовности, в соединении божественного единства, божественной любви, в соединении высших вибраций с нашей повседневностью. То есть это задание – соединить божественное и земное. Близнецовые племена должны что-то сделать, воплотить на земле. Воплотить то знание и опыт, о чем они получили в более высокоэнергетичных сферах. Потому что изначально вообще они приходят на эту землю именно для того, чтобы однажды воссоединиться и выполнить уже свое задание. Правильно? Совершенно верно. Об этом мы будем говорить подробно в конце, в чем же, собственно, задумка. Вот у нас на встречах присутствует и мужской взгляд, и женский.
Да? Вот мужчина больше говорит с технической точки зрения, а женщина больше говорит с лирической точки зрения. В результате получается гармония. Поэтому любовь и единство, все это присутствует. Но это не самоцель и не есть самоценность. Если ориентироваться только на это, то ничего не получится у близнецовых пламен. Вот в этом кроется кардинальная ошибка такая, вы знаете, огромная ловушка. Если вы ориентированы, если вы встретили свое близнецовое пламя или хотите встретить, и вы ориентированы только на это состояние, то можно с абсолютной уверенностью сказать, что у вас ничего не получится. Даже если вы встретите свою близнецовую половинку, вы достаточно быстро убедитесь, что это прошло. И это должно было пройти. Ваша любовь, она становится шире, она становится качественно другой, и ваше единство становится качественно другим. Экстаз, полеты, психоделические переживания – это только маленькая часть, кроха. И если только за это зацепаться и на это ориентироваться, ну, значит, нужно идти в какие-то другие сферы, не в родные души. Это не путь родных душ, это только часть пути родных душ. В чем задумка этой встречи, я думаю, что мы сможем рассказать в самом конце. Это уже как бы логическое завершение. Следующий еще взгляд есть на близнецовые половины, на близнецовые пламена, такой, что это только духовное, душевное переживание, что это только духовная практика, которая в повседневности не имеет никакой ценности, более того, она неудобна, она неприятна, и совместно жить с своим близнецовым пламенем невозможно. То есть это только для того, чтобы получить какой-то вот духовный толчок в своем развитии. Импульс. Вот это относится к родственным душам. Вот они встречаются именно для этого. В первую очередь. Но дальше там у них еще есть другие задачи у родственных душ, но это основная. А вот близнецовые пламена встречаются не для этого. Они встречаются именно для совместной жизни. Опять-таки не значит, что если вы встретили свое близнецовое пламя, то в этом воплощении вы будете обязательно жить вместе. Это не означает это. Так может и не получиться. Но миссия встречи именно в этом, в вашем объединении. Просто вы знаете, у космоса, у Вселенной, там свои масштабы и свои измерения. Мы меряем свою жизнь на дни, часы и в лучшем случае на годы, а там измеряется на количество жизней. Там эоны, а у нас десятки лет. Нам кажется, что если мы в этом воплощении не воссоединились со своим близнецовым пламенем, то это уже трагедия. А в масштабах, значит, космических вы просто прошли те или иные уроки, а в каких-то следующих воплощениях вы воссоединитесь. Ну, давайте поподробнее насчет того, что близнецовые пламена – это все-таки только духовная связь, и только для этого. Ну, начнем с конца. Это не так. Не бойтесь, не опасайтесь того, что вы просто улетите куда-то в небо и больше не вернетесь. Будете там витать и в таком полусумасшедшем состоянии находиться всю оставшуюся жизнь. В полусумасшедшем состоянии вы будете оставаться примерно несколько месяцев. И это может вас смутить. Если вы начнете этот процесс как-то пытаться им управлять, регулировать, тормозить и так далее, то он может просто затянуться, либо войти вообще не в ту колею, и тогда будет неприятно. А если вы просто отдадитесь потоку, который вас понесет, то вот это безумие, в кавычках, конечно же, в хорошем смысле этого слова, оно прекратится через несколько недель, через несколько месяцев. И наступит другой этап. И наступит этап, как выражалась одна наша знакомая тоже, эта пара половинок, она выражалась, ну когда же эти американские горки закончатся? Все говорят это слово «американские горки». Потому что то вверх, то вниз. И мы тоже в самом начале называли это именно так. Вот сейчас книга пишется, и вот вся эта переписка вновь просматривается. Именно такой термин был – американские горки. Но по-другому не назовешь.
Так вот, не опасайтесь, что эти американские горки, этот расколбас и это безумие будет длиться у вас всю жизнь. Конечно, нет. И, значит, нужно говорить: о, что же это за сумасшествие, зачем мне такая близнецовая половина, не надо мне ничего такого. Проходит этот этап, начинается другой. Какие этапы мы сегодня уже вкратце сказали. Близнецовое пламя вы встречаете для того, чтобы очиститься, трансформироваться и преобразиться, и потом начать совместную миссию. С другой стороны, не поймите так, что совместная миссия – это какое-то дело, да, работа. Вот у нас была любовь, была романтика, небеса, полеты, божественно, а теперь пошли на работу. Не все так печально, работа дастся очень интересная. Это самое интересное, если уж так говорить, это самая интересная работа, которую можно только себе придумать в жизни. То есть это вообще не работа. Это творчество и действие. Это постоянное воплощение энергетического потенциала, который дается сверху. Это замечательно, это прекрасно. Это то, к чему недаром стремятся практически все, очень многие духовные практики. Стремятся к этому. Получению вот этого состояния, знания о своей миссии, о своем предназначении. Хотя некоторые, нам известны такие случаи, были такие у нас, такая переписка была с человеком, который, да, рассматривал миссию как рабство, там, я свободный человек, он писал, мне не нужна никакая миссия, ну, правда, прошло там несколько месяцев, поостыл и все понял верно. Что такое миссия? Давайте начнем немножечко издалека. Такие яркие примеры возьмем. Это пример Гаутамы Будды. Когда он стал просветленным, то он не отправился там на небеса и не остался в нирване, да, как мог бы сделать, в принципе. Казалось бы, почему нет. Он потом еще очень много лет ходил по земле и учил, давал это учение. Учение об освобождении. То есть, что он делал? Он воплощал свою миссию, а по большому счету он отрабатывал свою карму, то есть то, что он должен был сделать. Такой термин «отработка кармы» часто воспринимается только с негативной точки зрения, что я чего-то натворил, нагрешил, а теперь мне нужно это искупить. Бывает и такое. Это отработка негативной кармы. А есть отработка положительной кармы. То есть человек получил миссию, предназначение, и теперь он это делает. Вот когда он карму отрабатывает, он потом спокойненько уходит в другие сферы. То же самое и у близнецовых пламен. То есть они получают эту миссию для того, чтобы в последующем, в идеальном варианте, то, что задумано, отработать земную карму и выйти за пределы земной кармы. То есть на земле уже делать будет нечего им. Они уже все сделали. Вот в мире духовных практиков есть такой термин, есть такое выражение «человек, который уже сделал свое дело». Ну, такие люди, как правило, это просветленные люди, святые, и они уже понимают, что на земле им по большому счету делать нечего. Они выходят уже на другие планы, там совершенно другая работа, другая миссия и все совершенно другое. Вот, хочу еще добавить, то, что у нас очень многие участники в теме РД, они чувствуют с детства вот именно свою вот эту, как это сказать-то, внеземное свое происхождение, да? Да. То, что они откуда-то не отсюда, то, что они смотрят на этот мир и часто не понимают, что они здесь делают, а все оказывается гораздо проще. То есть они пришли сюда просто, чтобы выполнить однажды свое задание здесь, на Земле, и уйти уже туда, откуда они в свое время пришли. Вот, именно это и происходит с близнецовыми половинками, потому что однажды они сюда пришли, сколько-то жизней, ну это уж у каждого индивидуально, они бродят по этой земле, пока не наиграются в эту игру, а потом, когда они выполняют свое задание, то там уже идет переход на другие сферы, да.
Совершенно верно. То есть вы можете с раннего детства чувствовать, что вот как бы ребенок даже, может быть, и вы видели таких детей, кстати говоря, ребенок смотрит и не понимает, чего он здесь вообще делает. Ему как бы здесь уже не интересно. Такие дети очень любят беседовать со взрослыми, читать умные книжки, уже интересуются духовностью, чем-то потусторонним, вот это их все уже манит. Вот такие или вот... смотреть на небо и ждать, когда за ними прилетит летающая тарелка. Да, и этот вариант тот же самый. И либо потом уже, да, вырастает, вот им становится совершенно невмоготу, потому что вибрации не соответствуют. Очень трудно ребенку или подростку, или молодому человеку, который еще очень мало знает, очень мало осознает, но он чувствует, что вибрации не те, ему больно здесь жить на самом деле. Вот. У него другая уже задача, ему нужно выходить на другие планы, и как защищаться от этого внешнего социума, он еще не знает. Вот. Поэтому он испытывает боль, смотрит на небо и говорит: заберите меня отсюда, мне здесь больно, тяжело и плохо. Вот. Если у этого человека программа парного совершенствования, если он идет путем родных душ, а такие люди есть, и их немало совсем, вот нам часто достаточно пишут, то для того, чтобы осуществить свою миссию, мы дальше уже переходим к следующему. Если у вас программа парного совершенствования, если вы чувствуете, что вам здесь уже очень многое неинтересно, или почти вообще ничего не интересно, то для того, чтобы покинуть эту планету, выйти за рамки земной кармы, вам нужно найти свою половину, свое близнецовое пламя. И только вместе вы можете это сделать. Еще раз. Те люди, у которых базовая программа парного совершенствования, а у нас есть отдельная тема по этому вопросу, эти люди для выполнения своей миссии должны найти свое близнецовое пламя. В одиночку у них ничего не получится. Вот у других людей получается прекрасно. А вот у этого типа людей ничего не получится. Они чувствуют обесточенность. Они чувствуют, что они не могут ничего сделать, и даже жить-то, в общем, по большому счету, не могут. Без своей второй половины. Это люди, у которых базовая программа парного совершенствования. Эту тему мы также рассматривали на 6-м курсе. Это разговор о монадах, о первичном происхождении, родственных душ, близнецовых пламен. Кто будет этим интересоваться, пожалуйста, можете обращаться к этому курсу и изучать этот вопрос. И есть статьи на эту тему в школе родных душ, тоже можете полистать, посмотреть, все это почитать. Итак, вот что такое миссия. То есть, с одной стороны, это дар. Это самое лучшее дело, занятие, творчество, которое есть для вас лично в этой жизни. Это с одной стороны. А с другой стороны, нужно себе как бы пробивать вот эту дорожку, протаривать. Потому что миссия, и мы говорим о миссии близнецовых пламен, это то дело, которое никто раньше до вас не делал. Это очень индивидуальная вещь. Это только ваш путь, больше ничей. Ни до того, ни после вас, ни совместно с вами. Никто не может пройти этот путь. Вот настолько он индивидуальный, настолько он особенный. И миссия близнецовых пламен, она очень ценна. Это те люди, которые просто по своей характеристике, они одновременно существуют в духовном мире и в повседневном мире. Переходим к следующему моменту, очень интересному. Мы рассказали о том, что очень многие опасаются и пишут, задают такие вопросы: а не улечу ли я совсем? Мы говорили, да? Нет, не улетите. Там пройдет этот момент, этот этап. Но следующий вопрос. А если я опускаюсь на землю, я что, получается, теряю от этих всех духовные навыки, состояния и так далее? Вот в случае близнецовых пламен нет. Это специфика потока, специфика энергетического потока. В традициях школы родных душ мы называем это РД-потоком.
на это есть свои основания, почему так называть. В более древних традициях этот поток известен под другими именами, под другими названиями. Суть остается та же самая. Это поток единства мужчины и женщины. Поток единства мужской и женской энергии. Вот этот поток инь-ян, Шива-Шакти. В глубинной психологии это анима-анимус у Юнга. Те, кто будет интересоваться подробно этими вопросами, можете почитать работы Юнга, очень там подробно, хорошо все это изложено. Можете поинтересоваться, значит, тантрической литературой, серьезной, конечно же, не той литературой, которая известна широко, когда произносишь термин тантра, у всех, значит, появляется что? Групповой секс на уме тут же. Вот это вот майдхуна. Тантра – это кардинально другая вещь, в общем-то. Так вот, если будете интересоваться этим вопросом, то можете почитать всю эту соответствующую литературу, и вы многое поймете. То есть есть энергетический поток единства мужчины и женщины, мужской и женской энергии. И этот поток проходит, условно выражаясь, как бы между двумя мирами. Или, если выражаться более точно, он соединяет два мира. Мир духовный и мир повседневный. Очень хорошее описание в традициях карт Таро, арканов Таро. Это 6-й аркан. Можно почитать работы Шмакова, очень хорошие работы. Там тоже очень подробно все расписано, почему такое происходит. Почему я об этом сейчас говорю? Чтобы у вас не осталось никаких сомнений в том, что вы не потеряете ни духовную составляющую свою собственную, не оторветесь от земли и не станете таким непрекаянным, знаете, блаженным потусторонним человеком, который совершенно не понимает ничего, что происходит в повседневности. Ни носки надеть, ни умыться не может. Вот есть такие люди, которые улетают очень далеко, они реально теряют связь с повседневностью. У близнецовых пламен это невозможно изначально. Даже если захотите, это не произойдет. То есть вы не сможете полностью улететь туда, пока здесь находитесь на Земле, в мир духовный. Не сможете оторваться, все равно будет возвращать некая сила. И не сможете полностью стать таким человеком, вы знаете, вот таким муладхарным, занимающимся или манипурным, занимающимся конкретными делами и не думающим ни о какой духовности. Если вы вошли в РД-поток, если вы с ним уже познакомились, и он через вас пошел, значит, вы волей-неволей, хотите, не хотите, в большей или меньшей степени вы будете объединять духовное и материальное. Повторяюсь, такая специфика потока. То есть это не просто красивый слоган, как может показаться. Объединить духовное и земное, объединить божественное и повседневное. Красивый слоган, но он выражает суть того, как работает энергия у близнецовых пламен. И когда вы встретите свое близнецовое пламя, и когда вы пройдете вот эти этапы, о которых мы вначале рассказывали, говорили, вы все это почувствуете сами. Вы почувствуете, как с земли что-то притягивает вас, и почувствуете точно такое же практически притяжение неба. То есть вам нужно стать гигантами, колоссами, ногами на земле, а головой в небе. Вот тогда вы будете полностью гармонично проводить РД-поток, и тогда, вот только тогда, вы полностью воссоединитесь со своим близнецовым пламенем. Если вы скажете, прекрасно, я нашел свою половинку божественную, и закроете все двери на замок, и будете сидеть в квартире и радоваться, смотря друг на друга, то это продлится недолго. Какая-то сила вас подтянет, чтобы вы начинали что-то делать, чтобы вы начинали свою любовь, свое единство как-то воплощать в жизни. То есть начинается путь служения. Служение с большой буквы. Вы будете вынуждены некой силой, которая у вас внутри, будете вынуждены встать на путь служения и служить людям. Приносить что-то. И не просто что-то, а что-то очень ценное, очень важное, что-то новое, необычное.
Вы будете открывать новые миры. Эти миры могут быть совсем небольшими, либо они могут быть огромными. Но тем не менее, ваша миссия будет сопряжена именно с этим. Может быть, в своей жизни вы поможете людям, а может быть, в своей жизни вы поможете сотням, тысячам, миллионам людей. И если вы не будете делать, вы скажете: нет, я не хочу, люди ничего не понимают, они неблагодарны, они жесткие там, и так далее, да? И откажетесь от миссии, и скажете: не буду, мы и так будем счастливы. Ничего не получится. Вы не сможете воссоединиться со своим близнецовым пламенем, потому что специфика энергетического потока такова. Либо вы воссоединяетесь полностью, и вы что-то делаете, занимаетесь творчеством, какой-то деятельностью и так далее. Либо, если вы не делаете, то у вас нет воссоединения. Во-первых, вы получите сложности во время воссоединения, но об этом мы много говорили, сегодня говорить не будем. А сегодня мы обращаем внимание на то, что потом, когда вы пройдете все этапы, то вы будете призваны выполнять миссию. Если вы откажетесь от миссии или будете периодически отказываться, значит, в эти же периоды вы будете чувствовать, как вы разъединяетесь, как что-то между вами пропадает и что-то опять начинает вносить диссонанс в ваши отношения. Еще раз, родные души – это новые измерения отношений. Мы очень часто это повторяли раньше, и сейчас, сегодня хочется повторить то же самое. Близнецовые пламена, тем более, это новые измерения отношений между мужчиной и женщиной. Это отношения, наполненные до краев. Это отношения, при которых вы будете чувствовать необычайную наполненность энергии. Но это не то, что просто для вашей утехи, не то, что для комфорта вашего эго. Это не то, что вы можете использовать для того, чтобы себя тешить как-то. Этот потенциал дается для служения, для передачи в мир, для передачи людям чего-то нового, чего-то очень важного. И передача того, что имеет высоковибрационную составляющую. То есть это шаг вперед в развитии человека, как вида. Вот что это такое. Это самое интересное, самое лучшее, самое захватывающее, что может быть в вашей жизни. Но это может оказаться достаточно трудоемким. Это может оказаться тем путем, на котором будут и шипы. Но они не будут вас настолько смущать, чтобы вы отказались от этого. То есть все трудности, которые будут встречаться, они просто несопоставимы по энергии, по своей силе с тем, что дано. То есть дано вам гораздо больше для того, чтобы преодолеть все эти препятствия. Вот что такое встреча с близнецовым пламенем, воссоединение, и вот что такое миссия. Миссия близнецовых пламен. Очень часто мы занимаемся тем, что развеиваем иллюзии, развеиваем какую-то лишнюю, ненужную романтику и ставим все на более какие-то практические основания. Еще одна черта, которая присуща родным душам, близнецовым пламенам. То есть там все и земное, и духовное. Тут же вам будут говорить о Боге, и тут же вам будут говорить о хлебе насущном. Вот. Поэтому очень бы хотелось, чтобы вы не то чтобы освободились от этой лишней романтики, а чтобы у вас был более трезвый взгляд, более реальный взгляд на эту тему. Еще раз хочу сказать, там есть все необычайные составляющие, феноменальные составляющие. Вот эта духовная наполненность необычайная. Но там в такой же точной степени присутствует и земное.
Ну вот таким вот образом раскрывается тема близнецовых пламен, ну, конечно, если коротко, и их миссии. Сегодня мы хотели рассказать о самых основных вещах. Надеемся, уверены, что внесли большую ясность в эту тему. Еще раз объяви фабулу встречи. Фабула, смысл, назначение встречи, для чего мы сегодняшнюю встречу провели. Для того, чтобы была более ясна суть назначения встречи близнецовых пламен. Именно суть. По форме может быть миллион вариантов, что у вас будет, когда вы встретите свое близнецовое пламя. Но суть останется та же самая. Сейчас постижение высокодуховных сфер, божественных сфер, постижение их, осознавание и воплощение на Земле. Да. Вот это и есть назначение встречи близнецовых пламен. Или, иначе говоря, соединиться, чтобы выполнить свое предназначение божественное на Земле, чтобы потом перейти дальше. Да, мы очень мало сегодня рассказали о теме выхода за пределы земной кармы. Нет, это очень интересная тема, и хотелось бы, наверное, посвятить даже отдельную встречу, да? Может быть, да, потому что там есть много нюансов. Но сегодня, скажем, вот в пределах 1-2 минут следующее. Есть немало людей, их совсем немало, которые чувствуют, что они в этой жизни во многом чужие. Они чувствуют влечение чего-то высшего. Они хотят чего-то очень светлого в жизни. Некоторые из этих людей, они уже начинают осознавать, что им как бы пора уже за пределы земной кармы. Нужно выходить на другие сферы. Некоторые из этих людей впадают в иллюзии и совершают очень серьезные ошибки. Какие, может быть, мы будем рассказывать на следующих встречах. Но если вы чувствуете нечто подобное, и если вы испытываете истинную глубинную потребность в своей половине, то вам стоит обратить особенное внимание на тему близнецовых пламен. Потому что только найдя свою истинную изначальную половину, вы сможете воплотить то, что должны воплотить в этой жизни, и перейти на следующие уровни развития. Да. Саня нам писал: когда меня начинает мучить сомнения, вы всегда выбираете темы с ответами. Люблю вас, родные. Взаимно. Спасибо, сын. Да. Большое спасибо. Нам часто действительно пишут, что возникают вопросы, трудные ситуации, проблемы, и мы вовремя успеваем со своими постами и со своими видеовстречами. Но это говорит о том, что все-таки свою миссию мы выполняем во многом. На данный момент далеко не полностью, но во многом выполняем. Ой, написала, да, у меня то же самое. Большое спасибо вам за отклики. Спасибо, да, это очень важно для нас. Для нас это очень важно. Обратная связь, какое имеет воздействие то, что мы делаем, о чем мы говорим, для нас очень важно. Ну что ж, есть еще несколько минуточек для вопросов участников. Да, конечно, можно. Да, Маш, можно голосом задавать, так будет быстрее и будет проще, наверное. Включайте микрофон, это вверху всплывающая ссылка. Я включила микрофон, слышно? Да, все хорошо. Вот, здравствуйте. Здравствуй, Сыныч. Здравствуйте, Андрей. Вот, у меня такой вопрос, именно связанный вот с этой темой, потому что как раз меня в последнее время стало мучить вот эта вот неразбериха, которая у меня произошла в жизни. Вот, я тоже встретила родную душу, но я точно не знаю, кто это. Просто родная душа или близнецовое пламя, потому что вот все, что вы говорили, вот именно все так происходило, вот все этапы, которые от духовного пробуждения до очищения, вот как бы это все длилось, но это довольно долго длилось, потому что это началось еще где-то 4,5 года назад.
Вот. И я, в общем-то, не совершала вот таких ошибок грубых, вот, о которых вы говорили. И я всегда за любовь держалась, прямо, вот, не знаю, зубами, как бульдог. Вот. Я никогда бы от нее не отказалась, потому что у меня вот с детства идет вот такое-то вот, не знаю, какая-то вот, не знаю, преданность, что ли. Вот я преданность вот в первую очередь ставлю. Я всегда осуждала вот в фильмах вот тех героинь, которые, ну вот, у нас не сложилось, давай расстанемся, да дура ты, зачем, как можно любовь бросать вообще? Это как бы такой протест внутренний. Я думаю, что я никогда так не поступлю в своей жизни. Ну и вот, в общем, я тоже достаточно рано узнала, что вот есть близнецовые пламена. Я переписывалась с одним человеком, который тоже занимался духовными практиками, но он, видимо, такой более продвинутый был, медитациями там овладел уже. Вот. И он мне как бы такой намек сделал, что вот есть, он звездными парами их называл. Вот. Я стала интересоваться этой темой, потому что меня это сильно зарезонировало, и я поняла, что что-то тут вот такое, ну, человек, вот, который вот, моя родная душа, вот он на меня так сильно похож, вот, мое отражение, вот, и, ну, вот, я как бы себя вот в нем видела, вот, как мужскую часть какую-то, и мне это сильно очень все это было так неожиданно. В общем, я начала изучать, и, в общем, прочитала много информации, которая как бы не дала уже мне сбиться вот как бы с этого пути, потому что я знала, что это очищение, что вот надо все эти вот эти в себе программы эго распознать, в общем, ну, как бы с ними справиться. И я потому что я уже начинала потом видеть, что вот это у меня эго, что вот как бы я все равно люблю, вот, но у меня эго, в общем, как бы это бунтует сильно очень, вот, встает на дыбы, причем у него то же самое происходило, у него тоже как бы это все, я видела своими глазами, просто у него реакция очень сильная была на всякую ерунду, на малейшие эти такие обиды всплывали, выкатывали, которые там неделями не проходили. И вот я так вот все удивилась, что как бы то один обиделся на другого, то другой обиделся, и в общем вот так вот все это. Ну, отношения были очень такие поверхностные, как бы вот только в официальном русле. Вот, то есть у нас были встречи на как бы на служебной территории, вот, то есть и как бы связано было как бы с моим сыном, то есть он был как бы преподавателем моего сына, но я не буду тут, это неважно. Хорошо, я понимаю, да. И, значит, и все это как бы так продолжалось. Я хотела, чтобы дальше это все шло, потому что мне хотелось действительно вот как бы прийти до конца, очиститься полностью. Я никогда не отказывалась от этого. Но у меня сильная зависимость была, потому что вот именно к личности, вот к человеку очень большая привязанность, я тоже ее осознаю, я просто понимаю, что я не могу с ним ничего сделать. Вот, пока я его вижу, вот, у меня к нему вот тянет, и все, вот, просто хоть тресни. Вот. И в результате вот все это так тянулось, я чувствую, что долго тянуться не может, потому что у меня ребенок не может бесконечно туда ходить, посещать там эти занятия, которые он делал. Вот. И когда-нибудь это закончится. В общем, и фактически оно так и случилось, но как бы это случилось так, ну не то чтобы неожиданно, как бы, ну, закономерно, что ли, можно сказать. Вот. А у меня течение не закончилось. В общем, фактически у меня еще остались такие программы, я тоже чувствую, что... Ой, извините, пожалуйста. Вот. Вот, и значит... Я сейчас не могу... Вот. Но получается, что у меня с ним вот произошло расставание, вот именно как бы оно закономерное было. То есть я пыталась как бы это дальше продлить, вот, какое-то возможность общения, чтобы... Ну просто тут уже ситуация так вырисовывалась, что нам вместе вот именно на этом уровне, на том общении происходило, на официальном, больше нечего, вот ничего больше не вылезало, потому что все отработано. То есть все гармоничные устроились отношения, у меня, значит, амбиции, все, значит, это самое, я это, он со своими амбициями тоже как-то справился, я тоже видела там ситуации были. И все, что можно было вот на этом уровне, оно все как бы уже это, больше нечего, и поэтому оно вот произошло так вот. Еще я понимаю, что вот расставание произошло, потому что у меня, ну, вот эта вот зависимость, которую я не могла преодолеть, она вполне может быть, да. Чтобы ради этого. Я понял. Смотрите, Машка, что получается. Я объясню вам. Не могу понять, вот, это как бы может быть близнецовое пламя, или это именно вот родная душа, вот если расставание произошло, и еще неизвестно, вообще будет ли когда-нибудь встреча или не будет. Хотя, в принципе, адреса телефона у всех есть. Давайте я вам отвечу в общем, а потом конкретно по вашему вопросу. В общем, такая ситуация. Если вы встречаете свое близнецовое пламя, то друг друга вы уже не забудете и будете чувствовать эту связь постоянно.
То есть, по большому счету, вам расстаться будет невозможно. Но это только по большому счету. А если между вами остаются непроработанные моменты, то воссоединиться вы тоже не сможете. Вот теперь конкретно по вашему вопросу. Когда существует зависимость, хотя бы у одного из двух, а как правило одного из двух бывает, когда существует зависимость, это является препятствием к воссоединению. Почему? Очень просто. Потому что это дисгармония отношений. Отношения завалены в одну сторону с энергетической точки зрения. Проще выражаясь, вы испытываете гораздо больше эмоций по отношению к нему, чем он по отношению к вам. Вот если грубо, если в общих чертах, то примерно так. Дисгармоничные отношения, поэтому воссоединение невозможно. То есть, следовательно, для того, чтобы воссоединение произошло, если оно изначально возможно, если это близнецовая половина, вам нужно избавиться от зависимости. Для того, чтобы избавиться от зависимости, нужно очень прочно выйти на уровень безусловной любви. Это очень хорошо раскрученная и прочищенная анахата. Это практика. То есть об этом мы говорили уже много раз. Вот это общие моменты. И по вашему конкретному вопросу, и по любым вопросам, связанным с воссоединением близнецовых пламен. А чтобы уже разобраться абсолютно досконально в этих моментах, тут нужно гораздо больше информации. То есть это индивидуальная работа. Но то, что вы уже озвучили, это вполне достаточно для того, чтобы говорить с полной уверенностью, что пока у вас остается зависимость, полное, настоящее, гармоничное воссоединение, оно невозможно. Ну, это понятно, спасибо. Но я так и не поняла, все-таки может потом возникнуть какой-то другой человек. И вот я чувствую, что у меня как бы путь-то вот продолжается, то есть я продолжаю вот избавляться от... Да, Маш, мы тоже об этом говорили, что если вы встречаете своего РД-учителя или если вы встречаете свою родственную душу, то это является как бы подготовкой к тому, чтобы вы встретили свою близнецовую половину и вы соединились с ней. Это часто бывает. Но если вы прошли эту подготовку хорошо и полностью, то есть очистились и полностью миссия встречи с родственной душой выполнена, тогда появляется ваша близнецовая половина, и вы начинаете процесс воссоединения с близнецовой половиной. То есть это возможно. То есть фактически то, что вот произошло расставание на физическом уровне, это не говорит о том, что миссия закончена вот именно вот с этой вот душой? Нет, не говорит об этом, но для того, чтобы утверждать уже со всей определенностью, со всей ответственностью, нужно подробно разбираться. У каждой встречи есть своя миссия. Ну вот, допустим, вчера была консультация, мы очень подробно разбирались на протяжении часа, что миссия практически завершена с родственной душой. Во-первых, выяснили, что это родственная душа, во-вторых, выяснили, что миссия завершена. Там есть определенные показатели. Судя по вашим словам, миссия не завершена. Вот я тоже это чувствую. И Да. еще вот у меня в связи с этим, вот как вот в чате тоже вопрос, у меня тоже он так наболевший. Вот. У меня почему-то ощущение, что я его как бы не смогу забыть, его просто из сердца вот выкинуть, там, я не знаю как-то, вот оно вот не проходит. Если это... Я понял. Если это родственная душа и миссия встречи не завершена, то вы, конечно, его не выбросите из своего сердца. Если это родственная душа и миссия у вас все-таки завершится, если вы проделаете эту работу, о которой я сказал, значит связь она просто будет истончаться, постепенно угасать, и в какой-то момент она исчезнет вовсе. Вот, то есть миссия завершена, все. Что? Об этом человеке как бы, ну, вот теплые воспоминания остаются. Да, теплые воспоминания, но в лучшем случае вы можете продолжать общение как вот приятели. Но вы не будете чувствовать уже никакой особенной связи, которая бы вас там притягивала. То есть, что такое миссия встречи? Это энергетическая связь. Миссия выполнена, связь оборвалась. Все. Если вы выполнили, если вы встречаете свое близнецовое пламя, если вы выполнили совместную миссию, то связь с кармой Земли обрывается, и вы уходите на другие планы. То есть аналогия вся та же самая. Как только мы отработали с каким-то человеком те связи, которые есть, мы с ним расстаемся. Это общеизвестная история. Просто в теме родных душ это своя специфика. И там есть свои показатели, вот, свои особенности. Их вот нужно уже подробно рассматривать.
В общем, надо дальше продолжать свой путь. Ну, безусловно, вот даже то, что вы озвучили на протяжении нескольких минут, уже этого достаточно для того, чтобы четко совершенно сказать, что миссия встречи в любом случае не завершена, а что там дальше, это нужно уже индивидуально разбираться. Да, спасибо большое. Пожалуйста, Маша. Вот еще нам Оля дописала, а потом любовь проходит между родственными душами. Да, когда миссия завершена, любовь проходит. В лучшем случае остается, вот я сказал, тепло. да, такое приятельское, даже не дружеское, а приятельское тепло. Оля написала, вы уже ответили. Да, уже ответ был. Ну что ж, спасибо всем участникам за активное участие, за вопросы, за комментарии. Большое спасибо за сегодняшнюю встречу. Мы надеемся, что она вам была полезна, интересна. Ну и пишите нам свои вопросы, как всегда, в службу поддержки «Родные души». Мы с удовольствием на них ответим. Всего доброго. До свидания. До свидания.